Сегодня я не начну традиционным приветствием. Привет. А скажу: мир вашему дому. Израиль переживает ужасную трагедию. Трагедия, которая коснулась буквально каждого. Моя сестра живет в приграничном к сектору Газа городе Сдерот. И вот эти кадры она прислала мне 7 октября. Это ужасно. Это просто ужасно. Утром 7 октября, в субботу, я проснулась от воя сирены. Честно сказать, я не сразу поняла, что случилось. Вторая сирена прозвучала примерно так минут через 10. Вот тогда я уже проснулась окончательно и выбежала, как была, в пижаме на лестничную клетку. Одновременно со мной выскочил сосед в трусах. Так вот мы и стояли минут, наверное, 10, молча. Язык не повернулся сказать «доброе утро». И сирены звучали тогда каждые примерно 20-30 минут в течение 2,5 часов. Так мы и бегали. Я в пижаме, он в трусах. Наверное, каждый из нас надеялся еще немножко доспать. Почему на лестничную клетку? У нас в квартире есть бомбоубежище. Дело в том, что наша квартира и комната, которая является бомбоубежищем, имеет южное направление. То есть на прямой линии огня из сектора Газа. Я доверяю укрепленным стенам бомбоубежища, но не доверяю почему-то окну. Вот мне почему-то оно кажется ненадежным. Может быть, я не права, что я выхожу на лестничную клетку. Может быть, все-таки стоит оставаться в бомбоубежище. Не знаю. Хотя муж и дети идут в бомбоубежище, а я как дура бегу на лестничную клетку. Тогда мы еще не знали о том, что происходит на юге. Информации просто не было. Об этом мы узнали в тот же день, но позже. Шок. Просто шок. Другого определения у меня нет. Вообще, я человек далекий от политики. Я просто хочу жить и любить. Любить свою семью, своих друзей, свою работу, свою страну, страну, в которой я живу. Я не разделяю людей по национальности или вероисповеданию. Вообще у нас многонациональная страна, несмотря на то, что Израиль считается еврейским государством. Здесь живут и евреи, и арабы, и друзы, русские, эритрейцы, эфиопы. Живут в одном государстве. Государстве Израиль. Я работаю в больнице, где бок о бок работают евреи и арабы. Причем некоторые арабы-врачи приезжают на работу из Палестины, из палестинской автономии. И у всех у нас прекрасные рабочие отношения. Я не вижу ни с какой стороны никакой неприязни или, не дай бог, ненависти. Абсолютно нет. Вполне адекватные люди. Вчера мама одной роженицы сказала мне, что она видит, что у нас в Родовой очень много арабских семей. И спросила, не боимся ли мы. И на это я сказала, что нет, не боимся. Хамас и арабы – это не одно и то же. И все мы живем в одной стране, и все мы израильтяне. Мы не обязаны любить друг друга, но мы должны быть адекватными друг другу. И нужно сказать, что в сегодняшней ситуации израильские арабы ведут себя довольно сдержанно. И хоть они и не выказывают открытого сочувствия или какой-то поддержки, но такое впечатление, что они сами в шоке от действий Хамаса. Еще вот два таких момента. Израильская полиция находится в наивысшей готовности. Вот эти кадры из Рамли. Это город со смешанным еврейско-арабским населением. Полиция очень быстро локализировалась и открыли предупредительный огонь. Как потом оказалось, человек просто не послушал каких-то распоряжений полиции. Все быстро выяснили, человека отпустили без всяких последствий, абсолютно все адекватно. Но готовность полиции, бдительность полиции, конечно, на высшем уровне.
И, пожалуй, вот самый главный момент – это сплоченность жителей Израиля. Люди кооперируются в группы и центры помощи солдатам, отправляют армии вещи, продукты, зарядки для телефонов, все, что необходимо. То есть есть какие-то потребности, об этом узнают и тут же очень быстро на это все реагируют. Люди просто со всех сторон. Такой вот поддержки действий армии и всего народа я не видела никогда. Я не представляю, что это может быть в какой-то другой стране. Эта отзывчивость просто невероятная. Сегодня утром после работы я пошла за хлебом в нашу пекарню прямо рядом с домом и увидела, что они отправляют хлеб в одно из армейских подразделений. Прямо стояли такие коробки упакованные. Вот, кстати, я покажу. Вот. То есть люди как только могут помогают. Пекарни, рестораны, все ориентированы на потребности армии, поддержать солдат в это трудное время. Ну и вот такая просто невероятная моральная поддержка друг друга всеми жителями Израиля. Я очень надеюсь, что мы переживем это трудное для страны, для народа время. Действительно невероятно трудное, просто невероятно трудное. И все-таки мы вернемся к мирному сосуществованию. Я очень в это верю.